Иногда в двух разных языках встречаются пары слов, которые называются ложными друзьями переводчика. Они очень похоже звучат или пишутся, но значить могут совершенно не то или даже что-то противоположное. Мы уже как-то делали ролик о таких словах в польском языке. Их довольно много, и для этого ролика мы собрали одни из самых интересных. Польское слово «дыня». И звучит и пишется совсем так же, как русское слово «дыня». Однако, так называется по-польски «тыква». Особый разрыв шаблона чувствуешь в магазинах, когда видишь на ценниках надпись «дыня», а там лежат тыквы. Раз уж речь зашла о продуктах, то вот, например, слово «овоце». Слышится как немного измененное русское «овощи», но переводится как «фрукты». И первое время это слово никак не хочет ассоциироваться с фруктами, потому что слышишь явно овощи. Как-то мы были свидетелями того, как русскоговорящие туристы не стали покупать сладкие гофры, вафли с овощами, потому что подумали, что это какой-то рецепт вафель с овощами. Слово «часто», что значит пирожное, торт, какую-то сладкую выпечку. В русском языке есть два похожих на него слова. Если первое тоже связано с едой и означает заготовку для выпечки – тесто, то второе слово «часто» означает что-то происходящее много раз за небольшое время. В польском языке это слово «często». Со словом «готовany», казалось бы, не должно быть проблем. Скорее всего, на русском это будет значить «приготовленный», «готовый», когда речь идет о еде. Слово и вправду связано с едой, и ее приготовлением тоже. Но вот значит оно «вареный» на русском языке. И с ним могут возникать забавные ситуации. Когда, например, в кафе вас спрашивают, какие пироги вы будете? Готованы, то есть вареные. Но первая мысль, а что, можно есть и неприготовленные пироги? Слово «поземка». Звучит абсолютно так же, как русское слово «поземка». Это такое явление в снежную зиму, когда ветер дует над самым снегом, то есть понизу. Издалека смотрится, будто над сугробами есть туманная дымка. Но в польском языке «поземка» – это земляника, совершенно разные слова. Или вот слово «пушка». Слышится и пишется одинаково с русским словом «пушка», что значит старинное артиллерийское орудие. Но переводится с польского как «жестяная банка». Например, пушка кукурузы, горошка. А вот само слово «пушка» по-польски будет «армата». Польское слово «запомнить» звучит так же, как русское «запомнить», сохранить что-то в своей памяти. Но в польском «запомнить» означает совсем противоположное. На русский «запомнить» переводится как «забыть», «перестать помнить». А вот уже «запомнить» на польском будет звучать как «запамятать», что созвучно с русским «запамятовать», «забыть». В итоге получается, что русские «забыть» и «запомнить» значат в польском совершенно противоположное. И это очень усложняет понимание, так как ты привык к совсем другим значениям этих слов и постоянно их путаешь. Есть еще несколько слов из этой серии, с которыми может получиться путаница. Например, «памятник». Звучит как русское слово «памятник». Архитектурное или скульптурное сооружение в память о чем-либо. Ну, значит, это дневник, хранитель твоих воспоминаний. А памятник на польском будет «помник». И еще слово «незапоминайка». На русском звучит очень забавно, как имя какой-то сказочной героини, которая не могла ничего запомнить. Есть Незнайка из книг Носова, а есть Незапоминайка. Но это всего лишь название цветка, незабудки. Из-за перепутанных «забыть», «запомнить» снова получается какой-то каламбур. Слово «наглый» звучит как русское слово «наглый», «нахальный», «дерзкий», а в польском это значит «внезапный». И когда слышишь «нагле задзвонив в телефон», то само собой складывается в голове, что кто-то звонит тебе не внезапно, а нагло. Слово «портфель».
и пишется и звучит абсолютно так же, как русское портфель. Такая прямоугольная сумка с застежками для бумаг, тетрадей и тому подобное. Но вот в польском портфель – это кошелек. То есть, по сути, тоже можно сказать, что сумка, но только для денег. Польское слово «спотыкаче». Услышав его, на ум сразу приходит ассоциация с русским словом «спотыкаться» – задевать ногами обо что-то во время ходьбы. И очень неожиданно оказывается, что в переводе с польского «спотыкаче» означает «встречаться». И последнее слово на сегодня – забег. Звучит как русское слово «забег» – состязание в беге. И очень странно для русскоговорящего звучит «забег медичный» – медицинский забег, то есть как соревнование врачей по бегу. А значит, это медицинские процедуры. Например, процедурный кабинет, где берут кровь, называется забегówka. Хотя и такое слово, как процедуры медичные, в польском тоже есть. Надеемся, вам было интересно послушать про слова, ложные друзья переводчика в польском языке, и вы узнали для себя что-то новое. Если понравилось, подписывайтесь на канал, не забывайте выражать свое мнение в комментариях, поддержите лайком и рекомендуйте видео друзьям. До встречи!